Чего? Приветствую вас на канале Лэптопия. Меня зовут Екатерина, и сегодня у меня на столе два ноутбука, которые имеют гораздо больше общего, чем одинаковые симптомы. Оба владельца этих аппаратов уже погуглили неисправность и уверены, что диагностика не нужна. Но об этом чуточку позже. При нажатии на кнопку включения загорается светодиод. И на этом все. Давайте разбираться. Откручиваю несколько винтов. И... Ну, разумеется. разумеется, я вижу следы залития. Отключаю аккумулятор. Давайте внимательно осмотрим плату. А вот так выглядит батареечка КМОС. Немножко модифицированная версия, видимо. А наклейки даже покраснели. Ржавый винтик, который держит модуль Wi-Fi, тоже откручиваем. И что это? А это уже не очень похоже на залитие. Пока точно не знаю, что это. А вот эти следы на защитной пленке как раз очень похожи на следы залития. Систему охлаждения тоже нужно снять. Под пленочкой у нас очередная кака-бяка. Есть не нулевая вероятность, что попало и под процессор. А мы перебираемся под микроскоп. Материнская плата LA-K051P. Следы попадания жидкости видны на вот этих вот конденсаторах. Эти три кондерчика повреждены не сильно, но место мы запомним. Смущает, что они рядом с спаянной памятью находятся, как бы и туда жидкость не добралась. Предлагаю сменить угол обзора и заглянуть под чипы. Кажется, это как раз тот случай, когда черный компаунд Lenovo даже спас память. Чего нельзя сказать о мультиконтроллере. Ему уже не так повезло. Жидкость добралась до его ножек. Чарджеру с обвязкой тоже немного досталось. Эти два резистора пойдут под замену. Что еще? Еще разъем подключения шлейфа матрицы ноутбука. Кажется, жидкость добралась и до него. Да, вот эти ножки явно подразъела. А вот и разъем Wi-Fi. Не могу понять, что это. Если у вас есть идеи, что это и как это сюда попало, пишите в комментариях. Вроде песок, а вроде бог знает, что это. В любом случае, так оставлять нельзя. И прежде чем начать паять, плату нужно отмыть и почистить. А вот так выглядит уже чистая плата, подготовленная к дальнейшему ремонту. Чистенькая, аккуратненькая, уже не страшно в руках ее держать. От следов залития почти ничего не осталось, во всяком случае невооруженным взглядом уже не видно. И всего каких-то полчасика купания в щелочном растворе с последующей отмывкой в воде и спирте. Отличный результат. И знаете, что нам в этом помогло? Правильно, не реклама, если что. И в этом мне помог Solens OS. Отличная штука. Не забываем разводить 1 к 10 с водой. А сейчас займемся пайкой под микроскопом. Для работы с залитиками я использую флюс Ирса. Так. А вот и наш разъемчик. Аккуратно пропаиваю каждый вывод. Особенно вот эти поврежденные в центре. Припоя не жалеем. В конце обязательно отмываем флюксофом. Так, вот эти вот особенно надо тщательно пропаять. Думаю, достаточно. Отмываем. И переходим к 3 кондерчикам. На всякий случай их пропаиваю. Думаю, достаточно. Осталось все это отмыть.
А вот и мультиконтроллер. Похоже, что у него всего только ножка одна пострадала. Пропаиваю и ее. Идем дальше. Два резистора в обвязке чарджера меняю на новые. 2 штуки по 10 Ом. Выпаиваю старые и устанавливаю новые. Устанавливаю на место большой капли припоя. И это делается легко одним паяльником. И уже после отмывки отработанного флюса предлагаю заглянуть под процессор. Да, похоже, SoC придется снимать. Выглядит не очень, если честно. Ну, значит, будем снимать, реболить. Способ снятия чипа на леновском компаунде у всех разный. Я использую тупой скальпель для этого. Но я знаю, что кто-то срезает, а кто-то выпиливает. Ну, тут на вкус и цвет, как говорится. А пока я подготавливаю плату к установке процессора, хочу вам кое в чем признаться. Я не особо внимательно слушала владельца этого аппарата. А он достаточно подробно рассказал, сколько секунд загорается кнопка включения и через сколько она перестает светить. И когда он сказал, что погуглил симптомы, я тоже не особо удивилась. Ведь это довольно распространенная тема, когда люди гуглят неисправности в надежде на легкое решение. В данном случае так и произошло. И владелец данного аппарата в полной уверенности, что дело либо в кнопке, либо в блоке питания. Не удивлюсь, если он скажет, что вообще не заливал аппарат. А вот когда ко мне за помощью обратился владелец второго ноутбука со словами «я уже все погуглил», видимо, те же симптомы на тех же сайтах, мне стало понятно, что этому видео быть. Но надо отметить, что позже он все-таки признался, что ноутбук перестал включаться после того, как он туда залез. Ведь довольно часто владельцы ноутбуков сами пытаются диагностировать неисправность по интернету, гугля симптомы. И порой такое могут нагуглить, что волосы дыбом встают. Ну нельзя удаленно продиагностировать ноутбук, даже если тебе во всех подробностях описывают, как он себя ведет. И тем более, когда слышишь от человека, что он уже все узнал в интернете, и это ни разу не облегчает задачу. Тем более, что чаще всего причина неисправности в ноутбуке – это сам человек. Залили, уронили, залезли, подключили не то, не так, не туда, или не отключили АКБ, например. Слушать объяснения, что не так с ноутбуком, можно бесконечно. О том, как он мигает светодиодами, как крутится кулер, и что в интернете написано, что у кого-то было прям вот то же самое, нужно просто прогреть видеочип. Это так не работает. В данном случае в нашем первом ноутбуке оказалась залита материнская плата. И я пока не знаю, что со вторым, но думаю, что туда тоже ступала нога человека. Буду рада, если вы поделитесь своим мнением и опытом. А как вы реагируете, когда к вам приходят люди, которые уже погуглили, что не так с их техникой? Тем временем шары накатаны и чип готов к установке. Не лишним будет убедиться, что все шары на месте. Да, все отлично, все шары на месте, можно устанавливать. Посадочное место зачищено под оплетку, так что устанавливаю процессор на место. Осталось нанести тестовую термопасту. Я это делаю специнструментом. А если вы не умеете им пользоваться, рекомендую не повторять.
Подключаю тестер инициализации. Вот этот переходник нам не подойдет. Нужен вот такого плана с PD. И вот такая штука. Нужно убедиться, что 5 вольт переключается на 20. Собираем нашу конструкцию и подключаем к лабораторному блоку питания. Включаем-с. Нажимаем кнопочку. Пошел процесс. «20 вольт есть, а вот и пип-пип. Плата стартует. Отлично. Плата идет на тестирование, а мы переходим к следующему аппарату. Пока все так же. При нажатии на кнопку светится светодиод. Правда, недолго. Думаю, нужно разобрать и посмотреть, почему ноутбук не включается. Откручиваем все винтики. А вот один винтик явно отличается. И, как всегда, мне поможет специнструмент. Давайте заглянем под капот. Чего? Серьезно? Понятно, сейчас покажу. Металлический экран, который должен закрывать оперативную память, стоит не в пазах. Чуток промахнулись. И прямо на резисторах лежит. В лучшем случае это слет прошивки, а в худшем... Так, АКБшечку мы отключаем. И сейчас я, видимо, покажу под микроскопом. Да. Четко на резисторе лежит. И здесь на контактах. Видимо, сборка-разборка ноутбука пошла не по плану. И ничем хорошим это не обернется. Возможно, и сама флешечка отъехала. Ну, будем разбираться. Тестер инициализации и он же тестер USB подключаю ко всем USB-портам, так как проц тоже мог отъехать. А я тем временем подбираю нужный переходник и пробую включать ноутбук. Какое-то аномальное потребление. Странно, что-то тут не так. Сейчас потребление снизилось. И статично. Попробую нажать на кнопку включения. Светодиод светится, а ноутбук не включается. Была слабая надежда, что металлический экран загорачивал плату, и поэтому она не включалась. Но, увы, дело не в этом. Во всяком случае, уже не в этом. Или не только в этом. Так что разбираем ноутбук и смотрим дальше. В отличие от первого аппарата, эта плата чистая и без следов залития. Сама материнская плата у нас LA-H101P. С визуальным осмотром, думаю, можно заканчивать и приступать к замерам.
первую очередь нужно померить сопротивление на 8-й ножке микросхемы биоса. Здесь все ок. Килоомы. Дальше просто пройдемся по траселям в поисках чего-то аномального. Это у нас дежурочка. А это низкое сопротивление на дежурочке. Не КЗ, конечно, но довольно низко. Пока не знаю, это 3 вольта или 5 вольт, но скорее всего 5. Предлагаю разомкнуть перемычку и посмотреть, с какой стороны занижено сопротивление. Со стороны шинки или со стороны нагрузки. Добавляю капельку флюса и распаиваю перемычку. А еще в комментариях спрашивали, для чего мне уточка. Так я сейчас покажу. Сопротивление занижено со стороны нагрузки, а значит нужно найти источник, питающийся от 5 вольт. Этим и займемся. Есть пару кандидатов. Да, сопротивление такое же. Сейчас самое время воспользоваться паяльником. Прикасаюсь горячим жалом, и сопротивление стало меняться. Проверяю несколько раз. О да, это оно. Сейчас поближе покажу. В данном случае сопротивление растет. А бывает и наоборот. Тут главное, что отличия явные. Убираем нашего подозреваемого и делаем замеры еще раз. Сопротивление подросло, но все еще довольно низкое. Следующий подозреваемый. Аналогично. Эти обе микросхемы отвечают за питание Type-C. Какие манипуляции проводились с ноутбуком, я, к сожалению, не знаю. Так что идем на ощупь. Выпаиваем подозрительный элемент. На фене 330 градусов и круговыми движениями потихонечку выпаиваем. А вот и два засланца. Попробуем без них. Сопротивление теперь в норме. Запаиваем перемычку на место. Еще раз проверяем сопротивление. Отлично. Ну что, мне кажется, я опять молодец. А вам тоже так кажется? Так, нужно плату немного охладить. Холодный, это хорошо. Просто холодный воздух. Давайте включать и проверять. Изменения уже есть. Никакого аномального потребления я не наблюдаю. А что у нас на дежурочке? 5 вольт присутствует. Думаю, можно уже подсобрать. Нажимаем кнопку включения.
а старта нет. Перехожу на Offsite и скачиваю BIOS. Будем шить BIOS. А вообще получается, что во втором ноутбуке залития, конечно, нету, но нога человека действительно присутствовала. И даже в парочке мест. Ну что ж, гуглить такое или не гуглить, конечно, выбор за вами. Но практика подсказывает, это не очень помогает. Тем временем я скачала BIOS. Также мне нужно сохранить старый дамп. И на всякий случай прошивку мультиконтроллера будем шить в паре. Считываем содержимое нашей флешки и сохраняем. А вот эта прошивка BIOS, я не знаю, что это, но явно что-то не то. По всей видимости, дамп поврежден. Так что переходим к скачанному файлу. Нам нужно его разархивировать и готовый файл перекинуть уже в Hex редактор. Так, а вот это уже похоже на прошивочку. В поиске пишем BIOS img. Источника нашли. И вот со следующей строчки нам нужно будет сохранить. Так что выбираем нужный размер и сохраняем. Да, было бы проще, если бы старый дамп сохранился, мы бы просто поначалу нашли бы его. Но так тоже можно. Отличненько, выбрали нужный размер и сохраняем наш файл. Желательно создать отдельную папку, чтобы не путаться. Но тут уж вы сами решаете, как вам удобно. Основной файл готов, осталось прошивочку EC сделать. Выбираю начало строчки и также выбираю нужный размер. Все, можно сохранять. В данном ноутбуке также серийные номера хранятся в прошивке мультиконтроллера, так что нам нужно будет это все перенести. А для этого нам нужно считать и сохранить прошивку мультиконтроллера. Итак, я уже все подготовила. Подключаем к программатору Вертьянова наш шлейфик и подключаем к плате. Иногда бывают у некоторых вопросы, как подключать шлейф. Самое простое, как по мне, посмотреть на клавиатуру. Пинами вверх, значит, подключаем также. Либо в оболочке программного обеспечения он прямо изображением покажет, как подключать. Ну, кому как удобно. Выбираем нашу плату. И давайте выберем шлейфик. А вот как подключать, собственно, есть изображение. Ну что ж, на этом месте можно подключить питание. И мы видим, даже потребление немного изменяется в этом режиме. Все, мы готовы считывать. Да, все считалось. Осталось это сохранить. Нам нужно сохраненную прошивочку промотать в самый низ, и там мы увидим все серийнички, которые нужно будет перенести. А еще если сравнить два файла, то начало, как мы видим, одинаковое. Так что если возникают вопросы, как нарезать файл обновления BIOS, то можно вот по началу файла как раз таки и в поиске набить. А вот и необходимые нам серийнички, которые будем переносить. Ctrl-C, Ctrl-V, и прошивка для мультиконтроллера у нас будет готова. Так что выбираем это дело и вставляем.
Не забываем сохранить файл. Ну все, можно шить. Мультиконтроллер у нас прошит. Осталось установить на место SPI флешечку. И мы будем готовы к включению. Запаиваем на место. Устанавливаем флешку по ключу. Ключ — это маленькая такая точка, обозначающая первый вывод. Как правило, она есть как на плате, так и на микросхеме. И припаиваем. А теперь очищаем и включаем. Включамба. О да, о черт, о просто супер. Ждем-с, ждем-с, ждем-с. И... А вот и включение. Светодиодик моргает. Плата включилась. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end. Ноутбук успешно отремонтирован, а я хочу поблагодарить своих подписчиков, которые поддерживают меня и мой канал лайком и комментарием. И отдельное спасибо за донаты, мне очень приятно, что то, что я делаю, вам нравится. До новых встреч и всем пока. Зай, ты что, мои отвертки опять взял?